Я думаю, мы сейчас наконец реабилитировались полностью. Они хорошо играют, им просто должны повести хорошо соперника. Португальские деньги. На самом деле худший тиммейт я. Три циферки, вот как у китайцев, это так стильно. Сидишь, ищешь какую-то смог, через 2 месяца они меняют смоки. Коэффициент молодости к успеху у них очень высокий. Тебе нужно выиграть 3 матча, чтобы пройти следующую стадию. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Всем привет, это Virtus.pro, и мы в Дании, в Копенгагене, на первом в истории мейджоре по CS2. Ребята уже приземлились, заселились, тренируются в практисе. Пойдемте узнаем, каков их был путь перехода на CS2 до первого мейджора, где был их буткемп, что думают они про стикеры и про величайших датских каэсеров. Все это узнаете в этом влоге. Смотрите до конца, погнали! Вы не прошли на последний парижский мейджор. Это повлияло на вас с точки зрения подготовки к этому мейджору? В целом это повлияло на команду, на организацию. У нас была замена после этого. Можете посмотреть на YouTube Джейма, там как раз есть видео после РМР с нашими ощущениями, с нашими мыслями. В целом это был большой удар для всех нас. Я думаю, мы сейчас наконец реабилитировались полностью. Мы чувствуем себя уверенно. У нас насыщенный сезон, очень много турниров впереди, еще 5 или 6 больших тир-1 ивентов в этом сезоне. Так что время доказывает, что там какое-то произошло просто недоразумение. Надеюсь, мы сможем показать хороший Counter-Strike здесь. Какой был ваш путь с перехода на CS2 до мейджора? Начались там онлайн-квалификации, онлайн-турниров много было. У нас был майндсет просто много играть и изучать игру, находясь в ней. Но это сработало. Первый турнир мы хорошо играли, выступали, чувствовали какое-то превосходство. А уже по ходу всего мы подтягивали какое-то макро, и все знания, элементы переносили с CS2 на CS2. Сидишь, ищешь какую-то смог, там на Мираже условно, и потом там через 2 месяца они меняют смоки, меняют вот это. И вот это как очень много работы было просто в пустоту потрачено, типа всякие респауны просчитываешь, изучаешь, но на деле они все меняют, и как будто сейчас в какой-то момент даже бесполезно прям изучать глубоко игру, потому что ты не знаешь, что будет завтра, потому что вдруг разработчики решат, что они что-то меняют, а часто бывает, что они меняют, что ты даже не объясняешь, что они меняют, и ты по ходу во время игры уже понимаешь какие-то изменения и пытаешься разобраться, зачем они это сделали, с какой причиной, поэтому было бы славно, если, конечно, они писали как минимум, что они меняют, но и желательно из-за чего. То есть, например, меняют респауны, где-то добавляют, где-то уменьшают. Мне вот интересно, почему так, от чего они отталкиваются, какая логика. То есть, если бы они все по одной логике делали, я бы, наверное, где-то понял. А когда 2 разные логики, то сложновато. Кемп у нас был в Германии, в городе Штутгарт. Называется 1337 кемп. В целом все прошло супер. Мы там играли закрытые квалификации на Air Dallas. Успешно их прошли с 3 победами. Конечно же, не без проблем, но в целом справились. Потом те же проблемы, которые появились, мы их пофиксили. И надеемся, что на мажоре мы сыграем намного лучше, чем мы сыграли на отборочных Dallas. В целом там хорошие условия, хороший пинг. Лучший, наверное, пинг, который может быть, потому что Германия, сервера основные там находятся. Слушай, а что думаешь про Эстати? Это единственная полностью датская команда на этом турнире. Как считаешь, какие у них вообще шансы дойти до арены? Хороший состав, то, что они прошли в эту стадию, в элиминейшн стадию, это хорошо, это хороший для них результат. Они 3 или 2 РМР провалили. Я думаю, что им должно
повести с соперником, чтобы они прошли в next стадию, ну, для плей-офф. Потому что вот, ну, если они пройдут в плей-офф, соответственно, и народ тоже придет за ними посмотреть. То есть это единственная полностью, как сказала, датская команда. Они хорошо играют, им просто должны повести хорошо соперника. Португальские идеи. Давид, ты просто... Дайте поздороваться. Да, ты идешь. Вы обидели меня все это? Что? Конечно. Конечно, он в этом. Да нет, он... Не, на самом деле, он когда в TeamSpeak сидит, он каждый раз помнит. Да, я знал. Кирюх тогда зачем сказал интервью, это я не помню. На самом деле худший тиммейт я. Как раз на тему тиммейтов. Давай, расскажешь мне, как вы живете обычно? А то я сегодня узнала, что вас хотели поселить на двуспальной кровати. Я не знаю, что это было, но, типа, мы жили сначала так. Жека с Достаном, Джейм с Достаном, Флит с Феймом и я, ну, с Колей жил. Потом, Всегда. да, потом мы решили что-то поменять. И поменяли Достана с Петей. То есть теперь живет Петя с Жекой и Достан с Женьком. Вот. Ну, короче, миксуем так, чтобы не уставать друг от друга, потому что у нас график плотный, мы туда-сюда летаем. Мы чаще видимся друг с другом, чем там со своими родителями, девушками, женами и так далее. Вот. Поэтому просто миксуем, чтобы не надоели друг другу. Можешь рассказать вот про Колю, про Мика? Так. Какие-то, не знаю, топ его 3 качества. Добряк, хорошее чувство юмора. И в целом с ним комфортно, скажем так. Он подстроится под тебя сам, грубо говоря. Подключили все девайсы, проверили компы, зашли во все соцсети, там, бла-бла-бла, поиграли, посмотрели, нормальные компы или нет. Компы вроде нормально. И да, по идее, время без 10-10. По идее, сегодня такой день был. Как он называется? Travel Day. Он всегда такой высасывающий, даже несмотря на то, что мы летели час, все равно вот эта вот поездка в аэропорт, из аэропорта, в отель, заселение, оно забирает силы, и хочется пойти сейчас, конечно, отдохнуть, поспать. И завтра на медиадень, интервьюшечки, фотосессии, грим, вся фигня, как обычно, ничего нового. Доброе утро. Доброе. Что, у вас карты нет? Да, есть, да. У меня нет, я Уже один отжали вроде. надо вот так вот сделать, нажми. Но ты вниз не опустил ручку. Каши мало ешь, сил нету. Всех одинаково? 3 латтешечки. Только они что-то не гранды. Нет, гранды это средний. Блин, у вас очень красивые кофты. Мне такой не дали. Встали, Проснулись, потянулись, проснулись, улыбнулись. потянулись, улыбнулись, да. Так. Так. Что уже успели сделать? Поиграть ДМ. И сейчас идем на фотосессию. Фотки, интервьюшки, и все, мы свободны на весь день. Давид мне сказал, что ты так импрувнул свой английский. RMR it's like something special for us. Начал смотреть американский YouTube на английском и какие-то сериалы с субтитрами и читать всякие Shell TV. Если бы я начал реально учить, то прогресс был бы за месяца 2. То есть это не так сложно, особенно когда знания большие, ну, глубокие за счет того, что путешествуешь. Просто их надо актуализировать и перенастроить свой мозг на то, чтобы говорить на другом языке. И сейчас это происходит в пассивном таком режиме, где ты хотя бы не даунгрейдишься, а просто на каком-то одном уровне. Уже перестал смотреть, но было время, когда я смотрел iShowSpeed, Эйден Росс и Кай Сенат. Ну, то есть какие-то их прикольные, они сейчас там самые популярные вообще люди в мире, и было смешно в некоторых моментах, поэтому я посмотрел какие-то их много видосов, и у них, ну там не то чтобы правильно английский, а просто такой больше разговорный. Все-таки вот 3 циферки, вот как у китайцев в доте, так стильно. 3 цифры? Да, 712, 420. Как его у них произносят эти? 420. Нет, это русский. А англичане как? А вот штаны новые.
Все новое, кроме кроссовок. Сколько ты раз уже здесь был? Третий раз. Третий раз. Который Париж РМР был, он был здесь, ну, на Париж Мейджор. Потом Blast, который был вот после Нового года. Расскажи про швейцарскую систему с 2 стадиями. Ты играешь не группу, там по 4 команды, а все как бы в одной лодке, и ты играешь первый день 2 best of 1, соответственно, у тебя либо 2-0, либо 0-2, либо 1-1. И каждый следующий матч ты играешь с командой, у которой такой же счет, как у тебя. Допустим, ты выиграл первый 1-0, играешь против команд, которые тоже выиграли 1-0. Игры на выход или на вылет, best of 3, ну и, соответственно, у тебя минимум 3 игры, либо максимум 5 игр, по идее. И тебе нужно выиграть 3 матча, чтобы пройти следующую стадию. Сначала играется Challenger Stage, стадия, в которую проходят все команды с РМР. Потом ты проходишь в Legend Stage, это вот сейчас стадия, в которую мы прошли. Потом уже также плей-офф на 8 команд. Я не думаю, что нам нужны были игры для разыгровки, потому что мы играли квалификации на Даллас прямо перед выездом на мажор, так что я думаю, мы в хорошей форме. Надо будет просто сыграть нашу игру в фокусе, и все будет хорошо. Для нас это впервые, что мы вышли в Elimination Stage. То есть мы начинаем вот с предыдущей стадии. То есть в целом мы должны быть в фокусе, включенными, доигрывать до конца все ситуации, по возможности стараться меньше ошибаться. И все в наших руках. В этом году стикеры можно клеить как угодно, куда угодно. Придумал какие-то интересные комбо с нашими? Если честно, особо нет времени думать какие-то комбо, потому что мы все время заняты тренировками, но то, что они сделали, это достаточно прикольно и как-то может разнообразить стили скинов, там кто-то может совмещать чьи-то стикеры, комбинить. Это прикольно, я видел. Достаточно интересно. А что по поводу призового? Он важен для тебя или это же турнир больше про статус? И так можно посмотреть, если быть объективным, то что, конечно, статус в первую очередь важен, но если у турнира огромный призовой фонд, он тоже ценится очень сильно и достаточно приятно выигрывать такие турниры. Но если брать с мейджором, конечно, тут у турнира определенный статус, определенный вайб, это вообще турнир другой, он отличается кардинально от всех. Даже от того же Кёльна или Катовица он отличается по вайбу. Ты чувствуешь, что тут люди более серьезные ходят, и они более как бы хотят показать себя на мейджоре, потому что это считается как бы чемпионатом мира, и они как-то более сфокусированы, более напряженные, и все равно это чувствуется. Можно ли назвать Копенгаген столицей, одной из столиц КС? 100% можно, потому что огромное количество фан-базы, огромное количество именитых игроков, таких-то как Device, там, все Астралис, Доник, там, из поколения в поколение эта сцена развивается и растет. Наверное, город 100% можно. Тут очень любят киберспорт, очень любят спорт, вот эти все темы, и это круто на самом деле. Я тут уже 4-й раз, первый раз я был тут лет 6 назад или 5, я выиграл турнир первый европейский свой. Класс. А что был за турнир? Копенгаген Геймс. Заказываем еду. Что заказываете? Здоровую пищу. Не пасту? Нет. Или чевапи. Только хотел сказать. С маслом, жиром. Кого можно назвать величайшим датским кайсером? Дюпри. 5 мажоров. Самый, единственный мир, кто так много выиграл мажор. Пример для подражания, я думаю, для любого датчанина, да и вообще для любого игрока. Мне кажется, у него долгая карьера, такая успешная, была своя эра в Астралис, выиграли дофига турниров. Что еще? Играл в лучшей команде CSGO, наверное. Молодец, хорошо играл. И в целом он для своего возраста все равно хорошо играет. Кто для тебя неожиданно прошел на этот турнир? За кого был именно больше персонально рад? За Nine Pandas, конечно же, я был рад, но, к сожалению, по обстоятельствам, не зависящих от них, они вынуждены пропустить этот мажор. Удивили Астралис, что они не прошли, не смогли пройти ни через основную стадию, ни через Last Chance. Ну, может, да, бразильцы еще удивили в какой-то степени.
то, что из 5 слотов американской квалификации прошло больше 4 бразильской команды, нежели американские. Поэтому да, в какой-то степени бразильцы продолжают удивлять. Их становится все больше и больше. Отснялись, сделали фото, и теперь это. Дальше определится наш противник, и будем готовиться к игре. Идем делать SSD. Нам ждать еще пару матчей вроде. Узнать, с кем мы играем. А вы сейчас узнаете? Когда закончится еще 2 игры. Знаем, даже когда третья пара будет играть. Да, третья пара. Как считаешь, кто из команд усилился в трансферное окно? Многие команды, наоборот, ослабли. Возьмем, да, там тир-1 команды, Vitality. Их предыдущий ростер был сильнее в плане опыта, в плане многих моментов. Но, возможно, новый ростер перспективней. Например, замена Фейс. Тоже, конечно, Frozen хороший игрок и так далее, но у них было феноменальное начало CS2, и до сих пор непонятно, почему Твист ушел. Поэтому я считаю, что это в какой-то степени это ослабило их. Cloud9, ну, долгосрочно это хорошее решение. Где-то нет снайпера, где-то что-то им все равно нужно найти для того, чтобы прям стабильно быть жесткой прям командой. Сильнее всех, наверное, за счет изменений всего рынка, наверное, это Spirit. Потому что коэффициент молодости к успеху у них очень высокий. Поэтому остальные команды тир-1, я думаю, стали чуть слабее, как по мне. Вот и подходит к концу второй день в Копенгагене. Ребята уже в фулл-фокусе, они тренируются, потому что завтра первый игровой день. 2 игры, 2 BO1, первая игра против Imperial. Мы будем за них болеть, поддерживать. А вы смотрите наш следующий влог.